Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Ко мне опять поступают вопросы о том, как вылечить простатит навсегда. Я уже говорил, что при лечении хронического простатита частота рецидивов возникает из-за неправильного образа жизни. Давайте расширим зону проблемных вопросов. Уже все согласны, что большинство мужчин и молодых людей 20-30-летнего возраста часами сидят возле компьютера, и этим нарушает кровообращение в области простаты. И это существенная причина возникновения воспаления. Каждый день я иду на работу и с работы возле одного стола с лавочками. И каждый день мужики сидят на холодном и распивают спиртные напитки. Гробят простату на корню. Давайте скажем «нет» этой сидячке и питью, а особенно пива при минус 5 градусов Цельсия. А работа в офисе. Каждый час кофе-пауза. А вы знаете, сколько цинка, так нужного простате, вымывает кофе? Вот в этом-то и начало всех проблем заболевания простатитом. Скажем «нет» и кофе. Больше не будем пялиться на представительниц прекрасного пола. И это все в сумме или по отдельности и дает волю бактериям, и они начинают свирепствовать. А иммунитет-то уже не тот, пониженный, особенно после применения синтетических антибиотиков. Организм не справляется и начинается обострение. Если удалить все вышеперечисленные факторы, влияющие на возникновение хронического простатита, то и частота заболеваний существенно снизится и приблизится к нулевой отметке и исчезнет навсегда. Но давайте не говорить, а делать. Помогают при лечении хронического простатита многие методики, но их надо применять в комплексе. Это укрепление иммунитета, витамины, особенно правильное питание, физические упражнения и пешие прогулки, спуск зимой на лыжах с гор, замена синтетических антибиотиков на природные и, главное, постараться изменить образ жизни. Попробуйте зимой несколько часов поспускаться со снежной горы на лыжах. У вас так будут напряжены все мышцы в районе простаты, и так разыграется кровь, что все бактерии вымоются мочой. Еще бы я порекомендовал применять такое средство, как горькая полынь, которая очень хорошо влияет на мочеполовую сферу мужчин и дает прекрасные положительные результаты при лечении простатита. Без нее просто никак. Дело в том, что в состав полыни горькой он действительно уникален. Ее часто используют при различных недугах, в том числе при лечении простатита, как народное средство. При очередном обострении бактериального хронического простатита эта трава может быть чувствительна к таким бактериям, как токсоплазма, хламидия, трихомонада, гонокок, дрожжевые грибки, вирусы, микоплазма, уреоплазма, гарденелла в индивидуальных случаях. А все потому, что в составе травы содержится вещество капелин, которое обладает фунгицидным действием, тем самым оказывая губительное воздействие на патогенные грибки. Кроме того, это вещество, как природный антибиотик,
угнетает рост различных бактерий и вирусов и болезнетворных микроорганизмов. Кроме этого, полынь горькая дополнительно содержит в себе яблочную и янтарную кислоту. Эти составляющие помогают укрепить защитные функции организма, тем самым повышают работу иммунитета. Если у вас крепкий иммунитет, у вас не будет заболевания простатитом. Кислоты в дополнение приводят в норму работы мочевого пузыря, а также уретры и почек. Благодаря такому действию лекарственное растение позволяет восстановить кислотно-щелочной баланс в организме. Это тоже главное при лечении заболевания. Еще в начале обострения рекомендуется применить настойку прополиса, ведь это тоже очень мощный природный антибиотик. И в большинстве случаев он уничтожает бактерии. Ссылку вы найдете в описании к видео. Теперь главное. Как применять полынь горькую? Вначале, первый день, берете щепоточку растения, всего лишь 1/4 чайной ложки, не более, чтобы организм привык. Посмотрим на реакцию. Помещаете в эмалированную чашку и заливаете кипяченой водой в объеме 400 мл. Кипятите 2-3 минуты. Даете остыть 10-15 минут. Процеживаете и пьете первый день сначала по 1 чайной ложке 3 раза в день, за полчаса до еды. На второй день пьете такой же настой по десертной ложке 3 раза в день за полчаса до еды. На третий день по столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Дальше можно пить по 50 мл 3 раза в день за полчаса до еды в течение 4 дней. После этого делайте перерыв. Горькая полынь также хорошо помогает при сахарном диабете и атеросклерозе. Полынная терапия снимает почти все воспалительные процессы, особенно при поражении пищеварительного тракта. Производит очистку организма от различных паразитов и глистов. У женщин растение применяется при лечении миомы матки, полипов в виде спринцеваний, как дополнительное к основному лечению настоем. Я лично сейчас уже сам пью горькую полынь по полной чайной ложке на 400 мл воды, но не более 3 дней подряд. Потом делаю перерыв. Семенами зеленой полыни у мужчины лечат импотенцию. Полынью лечат гастрит с пониженной кислотностью, заболевания печени и желчного пузыря, поджелудочную железу, депрессию, бессонницу и даже геморрой. Но есть определенные противопоказания. В полыни содержатся определенные токсичные компоненты, это важно, которые могут оказать на организм человека негативное воздействие. Именно поэтому настоятельно рекомендуется не лечить болезни с помощью этого растения слишком долгое время. Еще раз говорю, я лечу 3 дня. Настои и средства на основе полыни строго запрещены при определенных заболеваниях. К таким недугам следует отнести наличие у пациента язвы кишечника или желудка, обострение хронического заболевания пищеварительного тракта, аллергия на растения, длительный алкоголизм, нарушение психического характера, тяжелое заболевание нервной системы, период вынашивания ребенка, развитие тромбофлебита и период кормления грудью. Перед применением любой методики лечения, указанной на этом канале, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
и получите от него разрешение на использование. А если вам понравилось это видео, и вы считаете эту информацию ценной и полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Будьте здоровы!